Привет! Полгода назад в рамках работ по расширению портфолио я решил собрать знаменитую сцену из игры Stalker Тень Чернобыля в Unreal Engine. Нужно было сделать все очень быстро, но сохранить качество исполнения окружения. Благо уже тогда библиотека Megascans стала бесплатной для всех пользователей движка Epic Games. Первым делом я, конечно же, создал модель монолита. Так как это кристалл, его формы я добивался модификаторами и потратил на это примерно 5 часов. Дальше пересмотр синематиков ложных концовок по несколько раз и разглядывание пикселей на скриншотах. И я сейчас на полном серьезе. Качество изображения было не очень. Собственно, поэтому сцена из элементарных фигур заняла почти весь день без отрыва от работы. Развертка всех моделей не заняла много времени, но были ошибки с запечкой карт света в движке, потому приходилось ее переделывать. После исправления всех ошибок и импорта всех моделей в движок началось самое приятное. Я окунулся в Megascan и начал искать материалы, декали и модели. Я все еще прикидывал, как это будет смотреться, поэтому часть контента даже не использовал. Но все это добро весило больше 150 гигабайт. Особенно сложным показалось создание материала кристалла в Unreal. Переделывал его несколько раз, но он все равно получился не идеальным. Об этом мне также сказал главный концепт-художник GSC Game World Антон Кухтицкий, но отметил хорошую работу с окружением. Перед рендером я еще раз поиграл со светом. Если просто посмотреть на сцену, можно подумать, что свет идет только от кристалла. Однако, если так сделать, то ничего не будет видно. Пришлось добавить дополнительные источники для получения нужной картинки. Получилось хорошо, но предела совершенству, как говорится, нет. Скриншоты можете посмотреть у меня на ArtStation и в группе ВК. Буду рад, если вы поделитесь видео и напишите свое мнение и вопросы в комментариях. Пока!